В одном из крупных городов США в маленькой больничной палате лежала девочка по имени Лиза. Ей было всего 11 лет, но ее жизнь была полна борьбы. Лиза страдала от редкого заболевания, и врачи не давали ей много времени. Она с каждым днем становилась слабее, но ее дух был не сломлен. Каждый день она смотрела в окно, мечтая о будущем, о том, как когда-нибудь сделает что-то важное. Но была одна особенная мечта, которая согревала ее в самые трудные моменты. Она мечтала встретиться с Илоном Маском. Лиза была его фанаткой с самого детства. Она следила за его достижениями, восхищалась его смелыми проектами и не раз представляла себе, как окажется рядом с этим человеком, который не боится мечтать по-настоящему. Она говорила друзьям и родителям, что когда-нибудь они с Илоном Маском полетят в космос, и она будет одной из тех, кто отправится туда, чтобы исследовать звезды. С каждым днем ее мечта становилась все более недостижимой. Врачи сказали, что Лиза не останется с ними надолго, и в ее глазах появились тени печали. Но, как часто бывает с великими мечтами, Вселенная иногда готова их исполнять. Однажды, когда новость о ее состоянии облетела местные СМИ, один из журналистов упомянул в своем репортаже, что Лиза – большая поклонница Илона Маска, и ее мечта встретиться с ним. К сожалению, ее здоровье ухудшалось, и врачи не знали, сколько времени ей осталось. Лиза даже не надеялась, что ее мечта может сбыться. Но она ошибалась. Через несколько дней, когда Лиза лежала в своей больничной палате, ожидая очередной процедуры, дверь открылась. На пороге стоял мужчина с добрыми глазами в фирменной футболке с логотипом компании SpaceX. Лиза не могла поверить своим глазам. «Привет, Лиза. Я Илон Маск», — сказал он с улыбкой. Ее глаза расширились от удивления, а сердце забилось быстрее. Она не могла вымолвить ни слова, только смотрела на него, пытаясь осознать, что это действительно происходит. Илон присел рядом с ее кроватью. Он был не просто известным предпринимателем, он был тем человеком, который сделал невозможное возможным, человеком, который не только изменил будущее человечества, но и был готов исполнить мечты обычных людей. «Я слышал, что ты большая поклонница космоса», — сказал Илон, — «и что ты мечтаешь полететь туда. Я хочу, чтобы ты знала, ты уже одна из нас, Лиза. Ты вдохновляешь нас всех». Лиза не могла поверить своим ушам. Она думала, что это сон, но каждое слово Илона было реальным, и она чувствовала, как ее сердце наполняется счастьем. Илон поговорил с ней о космосе, о своей компании, о будущем, которое он надеется построить для всех нас. Он рассказал ей о том, как важно не сдаваться и верить в свои мечты, даже если путь кажется трудным и долгим. После разговора он подарил Лизе маленький космический сувенир, модель ракеты Falcon, и пообещал, что когда-нибудь она сможет посмотреть на Землю с орбиты. Он оставил ей свой телефонный номер и сказал, что всегда будет рад пообщаться. «Ты сможешь рассказать всем, что видела не только Землю, но и кусочек космоса», — добавил Илон, когда уже собирался уходить. «Ты часть этого удивительного мира». Лиза улыбнулась сквозь слезы, а ее сердце наполнилось светом. В этот момент она поняла, мечты сбываются, и иногда они могут быть ближе, чем мы думаем. Когда Илон Маск покинул больницу, Лиза больше не чувствовала себя одинокой. Ее мечта, даже если она не успеет осуществиться в физическом смысле, уже стала частью ее жизни. Она знала, что даже в самые темные моменты она может смотреть в небо и думать: «Я была рядом с тем, кто верит, что космос — это для всех». Через несколько недель Лиза ушла, но ее история вдохновила многих. Она стала символом того, как важны мечты и как важно следовать им, несмотря на все преграды. Илон Маск, узнав о ее уходе, сказал: «Она была настоящим космонавтом. Не в космосе, но в нашем сердце». Если эта история тронула ваше сердце, не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропустить другие вдохновляющие истории, которые показывают, как одна мечта может изменить мир.
Верьте в чудеса, и они обязательно случатся. До встречи в следующем